Привет, мои красотки! Сегодня вы узнаете, как сделать супер стильный, низкий, элегантный пучок вот в таком минималистичном стиле. Если хотите знать все секреты, смотрите это видео до конца. Для начала нам нужно подготовить волосы, они должны быть пористыми. Для этого я сделала легкое гофре. Предварительно не стала записывать это на видео, чтобы сохранить ваше время, чтобы не тратить его. Итак, я делю от уха до уха прямой линией, и нижнюю часть я буду собирать в хвост. Предварительно начешу верхний слой волос, так как мне будет удобнее затем вставлять туда невидимки и шпильки, чтобы они крепко держались за этот начес. Все собираю тугой эластичной резинкой, низкий хвост. Хочется сделать перед объемным и гладким, для этого я буду его начесывать. То есть всю ту зону, которая у нас вне хвоста, нужно будет начесать вот таким способом. Я отделяю прядь толщиной примерно 1,5 сантиметра, распыляю лак на корень и начинаю делать плоской расческой начес плотный у корня. Это называется точечный вид начеса. Можете использовать либо лак сухой, либо пудру. У меня был лак под рукой, поэтому я взяла его. Снова беру следующую прядь, распыляю лак на корень, ставлю расческу и делаю начес прямо к корню. Делайте его плотненьким, чтобы он у вас не спал после того, как вы перекинете все волосы назад. Проделываю то же самое со всей зоной. После того, как мы проработали эту зону, начинаем перекидывать все волосы назад и будем чистить эту поверхность. Я пользуюсь здесь расческой от Bellamy. Она подходит для всех типов волос. Она и для волос с капсулами, и для натуральных. Там синтетическая и натуральная щетина. Честно говоря, здесь, конечно же, не важно, вы можете использовать любую расческу, которая у вас есть под рукой. Но вот именно это мне понравилось, как она сглаживает волосы. Они очень шелковистые, гладкие после этой щетки. Обязательно нужно расчесать со всех сторон, не только верхнюю часть, но еще и по бокам. И параллельно вы смотрите в зеркало и наблюдаете за формой, какая форма в итоге у вас получается. Я беру спрей-воск, без него в гладких прическах просто никак не справиться, потому что он помогает нам пригладить все пушки, все маленькие волосы, он помогает сделать прическу чистой. Но будьте предельно аккуратны со спрей-воском, так как у него масляная основа, и вы можете легко переборщить с ним, и тогда волосы станут грязными, слишком жирными, придется мыть голову. Я разделила на 3 зоны, так как здесь мне хочется затянуть ушко, прикрыть его прядями, и будет легче, если эти прядки у вас отдельные. Так что среднюю часть волос я закалываю резинкой. Резинку я использую как обычно, просто обычную эластичную резинку, и по краям 2 невидимки. Вот и получилась резинка из магазина. Затем, чтобы прядь с края у меня не рассыпалась, я делаю начес по длине, примерно 5 сантиметров, чтобы мне хватило прикрыть ушко, сделать тугой эту прядь, чтобы была возможность утянуть ухо немножко. Обязательно поправляйте форму. Ваша модель должна быть напротив зеркала.
неважно, клиент или модель. Она должна видеть себя, и также вы должны отслеживать, что вы делаете через зеркало. И снова я беру еще одну резинку и закалываю плотно эту прядь к предыдущей. Все ведем к нашему первому хвосту. Затем хвост я делю на две равных части. И здесь я решила заплести обычные французские косички. Буду использовать крем-воск, чтобы сделать волосы гладкими и послушными, чтобы маленькие волоски не торчали. Как вы могли заметить, здесь у меня волосы разной длины. В начале, может быть, вам было заметно, разная длина. Справа волосы короче, слева подлиннее, поэтому есть вероятность, что они будут торчать. Для этого я использую крем-воск, приглаживаю их и стараюсь плести туго косичку, чтобы они у меня не выскакивали и не торчали. И вторую косичку я заплетаю точно так же. Это самая простая коса, французская. Можете заплести любую, но мне захотелось именно эту. Я прям представила себе картинку, как будет выглядеть эта прическа с французской косой. Если у вас хорошее воображение, вас это тоже не остановит. Вот такие маленькие резиночки очень полезны в работе. Я заказывала их на Алиэкспресс, знаю, что можно купить еще где-то, в парикмахерских магазинах можно спросить. Но я заказала с Али, мне пришла огромная пачка, и я оставлю ссылку в описании, чтобы вы тоже могли ее заказать. Затем беру первую косичку и тщательно, туго закручиваю ее вокруг основания хвоста. И сразу закалываю невидимкой. Держу и закалываю. Фиксирую на месте, так сказать. С противоположной стороны точно так же я придерживаю рукой и вставляю невидимку. Я пробовала сначала шпилькой, честно говоря, но они слишком длинные. И они просто у меня торчат из пучка, поэтому я воспользовалась невидимками. Видите, я вам рассказываю все секреты, даже делюсь со своими неудачами, чтобы вы знали все. Вот еще одну невидимку взяла уже на втором этапе. Видите, она плохо входит, потому как там очень плотное основание у хвоста. Там несколько резинок, и невидимка может опираться туда. Поэтому вам нужно тщательно подбирать направление, менять направление, чтобы она легко вошла. Вот здесь я попробовала сделать это шпилькой. Главное, постарайтесь интуитивно понять путь вашей шпильки и будьте предельно аккуратны, то есть делайте это медленно, ни в коем случае резко не вставляйте шпильку, иначе вы можете повредить кожу головы вашей модели или клиентки. И с другой стороны точно так же фиксирую шпилькой. И смотрите, чтобы она у вас в конце концов не торчала из пучка, чтобы ножки не было видно ножки. Они должны оставаться внутри. Кстати, вот у меня есть несколько типов шпилек, длинная и короткая. Вот, длинная у меня не пошла, поэтому я сейчас взяла коротенькую. Примерно 4-5 сантиметров ее длина. Вот, и ей уже я зафиксировала. Обратите внимание, какой хорошенький маленький пучок получился. Очень здорово, когда вы в гладких, элегантных прическах добавляете немного блеска. Если его нет, ничего страшного, просто упустите этот шаг. И обязательно на финише зафиксируем все жидким лаком, сильной фиксацией. Нам с котиком очень приятно, что вы посмотрели это видео. Оставляйте ваши комментарии, лайки и задавайте вопросы, если что-то было непонятно. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!